Разработчики Phasmophobia выпустили официальный трейлер-анонс выхода этой игры на консоли. И в нем они показали много новых предметов, о которых, в общем, мы еще даже не слышали, которых не было даже в Development Preview. Пошел процесс. Короче, вот этот трейлер. Тут еще смешная музыка с музыкальной шкатулкой. Я на стриме уже смотрел его, но решил сделать опрос. Многие проголосовали. Вот первый кадр. В общем, на первую реакцию можете опять-таки на стриме там посмотреть все такое. Я сейчас не хочу вот это все растягивать, типа там 30 лет показывать трейлер этот. Давайте пока кадрово я сразу буду останавливаться. Если кто хочет просто полностью посмотреть в спокойствии, ссылка будет в описании. Видеокамера. Вот так вот теперь выглядит. Здесь теперь, ну, точнее, не теперь, а это, видимо, тир 1 будет видеокамера, потому что я сомневаюсь. Как-то выглядит она слабовато для тир 3, хотя кто знает, может быть. Но видеокамеры вроде бы, если я не ошибаюсь, даже на стеллажах не было в лобби Phasmophobia, то есть раньше, да? Даже модельки просто банально. Свечение теперь зеленое у ночного видения, как, ну, у вот этой вот конкретной видеокамеры. То есть, как обычно, скорее всего, это будет тир 1 уровень. Потом обычная видеокамера, которая есть сейчас, она будет тир 2 уровня, и какая-нибудь супер крутая будет уже тир 3. Интересно, в чем же будет заключаться особенность тир 3 уровня видеокамеры? Типа, чем она будет уникальна? Может, это будет как камера на... Кстати, камеры на голову же тоже разных тиров будут. То есть, тоже интересно очень посмотреть. Столько всего нас ждет, что просто с ума сойти можно. Но, в принципе, в остальном, то есть, как я понимаю, ничего тут не должно особо с видеокамерами поменяться. То есть, просто экранчик гораздо меньше. Зеленое вот видение ночное, как и в старой фазме было. Ну и в остальном новая моделька, которая выглядит, в принципе, реально классно, крипово. Очень. Кстати, написано, что футаж записан на ПК. Вот, разработчики уже сами играли с этими новыми предметами, а нам не дали. Да, кстати, вот здесь. Меня очень смутил еще на стриме момент, что, послушайте, радиоприемник. Видите? Он как будто заторможенный какой-то. То есть мне изначально показалось, что это разработчики замедлили, но потом мне на стриме там писали, что звук как у реального радио. Типа, то есть он будет теперь вот так вот звучать, видимо. Ну, с другой стороны, как бы хорошо, прикольно. Может быть, таким образом он меньше сбивать будет, меньше вообще как бы просто звукового шума создавать и все такое. А может быть, это создано для того, чтобы тир 3 радиоприемник был более, ну, я так изначально подумал, да, был более быстрым. То есть таким образом они хотят показать то, что с этим радиоприемником вы будете, типа, искать, ну, как бы, ментально, да, с этим радиоприемником вы будете там искать дольше улику, но нет, здесь попозже покажут и тир 3 радиоприемник. Зачем я показал 2, когда 3? Ну, короче, окей, потому что все остальное вроде как двигается нормально. Здесь, в принципе, ничего нового. Тут нам показали лазерку, как она будет выглядеть, и, как мы видим, визуально оно отличается. То есть, лазерный проектор, вот это обычный, такой же, тир 2 будет, то есть, как у нас сейчас. Но, как вы можете заметить, визуально он отличается. Я это заметил, он теперь какие-то точки, ну, я не знаю, оно по-другому как-то выглядит. Вот, и на Ютубе, я как бы, поскольку, ну, снимаю видосы, знаю, да, на Ютубе, Ютуб очень не любит, когда на экране, да, когда какие-то вот точки, они там близко друг с другом стоят и постоянно повторяются. Он часто очень-очень сильно херит картинку. И вы вот чуть попозже увидите, например, сейчас можно заметить то, что здесь, и это ребит, ну, как бы в глазах, да, но надеюсь, что, ну, разработчики, я думаю, вряд ли не думали об этом, да, то, что у многих может там как-то это что-то неприятно смотреть на такое, поэтому, скорее всего, это только вот из-за качества Ютуба так оно все выглядит непонятно, поэтому я уверен более чем, что выглядеть в игре, скорее всего, на полном мониторе, на полном экране, как бы оно будет приятно, так что нечего переживать. Но это я сейчас так просто слово вкинул, потому что вы потом увидите более четкий пример вот того, о чем я говорил. И да, кстати говоря, это получается... Что это за место? Подожди, кстати. Что вот тут вот лежит? Ну-ка. Вот тут вот лежит, я вижу, смотри, тут лежит ультрафиолетовый фонарик мощный. Здесь лежит блокнот мощный. А вот это вот что? Непонятно. Я не знаю, что это. Распятие тут обычное, кстати, покажет еще тоже тир 3 распятие. Очень в интересном кадре, который вызовет много... Подожди, что это за карта? Как будто какая-то незнакомая местность. Ладно, может, это какая-то большая карта, там, тюрьма и все такое. И да, кстати говоря, теперь, ну, напоминаю просто на всякий случай, потому что давно не было dev-превью, а я в них люблю напоминать, и поскольку будут переработаны все предметы, я считаю, что стоит напоминать, как это будет работать, чтобы, блин, не было такого, что после обновления все игроки такие зашли и типа, что в этой игре делать вообще, как играть, и все, и забыли про нее. В общем, лазерка теперь будет полноценным, то есть если до этого это был просто как, ну вот, событие, да, типа, грубо говоря, вот призрак где-то около лазерки, там скрипт срабатывает, лазерка показывает проектор,
рандомный абсолютно. Теперь это будет моделька призрака. То есть, если вы теперь, допустим, поставите лазерку и там поставите рядом датчик движения, и призрак пройдет по датчику движения, но лазерку не заденет, то, ну, типа, таким образом можно вычеркнуть лазерку, грубо говоря. Потому что теперь лазерка будет отображать конкретную вот модель призрака. Ну, если, конечно, они ничего не поменяют. Может, это не оптимизированная штука будет, и они там перед выходом обновы прямо скажут: слушайте, мы это убрали. Вот, но когда выходил dev-превью про лазерный проектор, именно так там было и написано. Да, то, что, в общем-то, она наконец-таки выходит на консоли. Про ультрафиолеты тоже, которые теперь остаются. То есть вы теперь посветили, даже если уберете ультрафиолет, то какое-то время отпечаток останется. То есть, ну, он типа отпечатался на двери. Вот, но тут, в принципе, ничего нового не показывали в предыдущем кадре. И вот здесь вы видите распятие. Вы видите новое крутое распятие. Это 100% тир 3, потому что, ну, вряд ли так тир 1 выглядит, да. Плюс там были на стенах как бы они, и я точно помню, что тир 1 это просто как палка какая-то. И смотрите на кадр этот внимательно. Может быть, ну, тут дальше уже кат идет, все. Тут дальше лазерный проектор, я хочу вернуться. Может быть, это просто по приколу сделано для красоты. В принципе, звучало бы логично, если бы этим они хотели намекнуть на то, что тир 3 распятия будет останавливать проклятую охоту. Я не знаю. Может быть, я слишком сильно запариваюсь. Может, я представляю себе трейлер какой-то GTA 6, а не обычной фасмофобии от каких-то простеньких разрабов, которые не настолько там пасхалки оставляют и все вот это вот скрытый какой-то смысл закладывают в трейлере. Но почему-то мне вот очень хочется верить, что вот именно этот кадр, потому что других особо здесь моментов нет в трейлере, да, в которых типа что-то пока... Хотя, может, я не очень внимательно смотрел, но вот сейчас как раз пересматриваю, видишь, и на все стараюсь обращать внимание. Может быть, реально, тир 3 распятия будет останавливать проклятую охоту. Было бы прикольно. Не знаю, это было бы, конечно... Ну, это было бы, да, это было бы прикольно. То есть, типа, можно юзать проклятый предмет, при этом не бояться, что начнется... Не знаю, может, с каким-то шансом оно бы останавливало проклятую охоту, или останавливало бы, но радиус был бы меньше, ну, из-за этого, вот. Или, типа, там, останавливало бы, допустим, распятие бы сжигалось, к примеру, вот, тир 1 распятие 1 раз останавливает, тир 2 2 раза останавливает, тир 3 3 раза останавливает призрака от охоты, но если это проклятая охота, то тир 3 распятие сразу нафиг сгорает. Может быть, что? Ну, было бы смешно. Не знаю, но вот этот кадр прям мне... И да, вот, кстати говоря, лазерка, но это еще не то, тут показали вообще в этом видосе лазерку первого тира, второго, третьего, сейчас будет скоро третьего, ну вот так выглядит, в общем-то, лазерка первого уровня, и мне нравится, в принципе, с другой стороны, знаешь что? Они не сделали из нее дополнительный фонарик. Потому что, ну, типа, вот, есть в игре фонарики, но в них надобности практически нету. Я никогда не... Ну, потому что я всегда там юзаю, не знаю, видеокамеру и все такое. Не то чтобы, типа, это минус какой-то, но просто помимо, как бы, фонарика есть еще куча других источников освещения, которые даже лучше, чем свечка там какая-нибудь, да? Ну, не включая свечку, ультрафиолетовую, неоновая палочка и видеокамера. Так вот, теперь будет еще и ультрафиолетовый мощный, и мне не хотелось, чтобы они из тир-1 лазерного проектора делали тоже дополнительный фонарик. То есть, чтобы он просто, вот как вы видите здесь на кадре, он просто создает вам вот эти вот точки небольшие. И да, вот опять-таки, про что я говорил, ребят, немного в глазах, но не знаю. Надеюсь, что в игре, опять-таки, это будет выглядеть все по приколу. Ну, то есть, не настолько, это просто YouTube очень сильно шалит с качеством. Вот, опять-таки, я уже объяснял. То есть, я боялся, что они сделают из тир-1 еще один дополнительный там фонарик, который вообще все берешь, и тебе нафиг ничего не надо будет. Потому что это была бы имба, реально, это была бы имба. Типа, 3 предмета в игре, которые дают тебе и пассивное освещение постоянное, ну, точнее, не пассивное, а активное, получается, ну, пофиг. И при этом улив, если ты ее найдешь. Ну, как бы, это было бы реально имба. То есть, да, кто, опять-таки, не помнит, в общем, тир-1 лазерный проектор, это как штука, которую ты держишь в руке и смотришь вот так вокруг и ищешь лазер. Значит, тут нам показывают доску Ouija. Вот здесь вот нам показали уже тир-3 лазерный проектор, и вот здесь вот вы видите то, что когда чел крутится, на столе портится картинка, вот тут на потолке вы видите, что происходит мясо просто какое-то. Это все YouTube. Это все YouTube, потому что вот здесь четко видно, хотя у вас, может быть, даже не видно, потому что это еще и перезалив сейчас с записи видоса с YouTube. Ну, во многих местах четко видно точки. И видно, что они уходят, просто херится картинка из-за YouTube. Поэтому надеюсь, что все будет, короче, хорошо. Опять-таки, тир-3 лазерный проектор, который вообще всю комнату освечивает, выглядит, кстати, это очень имбово, потому что, ну, типа, если сравнить, представить вот себе раньше, как лазерный проектор, да, выглядел бы. Ты тут вот ставишь, к примеру, да, и он вот так вот территорию маленькую освечивает, то вот это просто имба. Ну и тир-3 радиоприемник. И раз чел стоит в этом углу, значит, скорее всего, радиоприемник тир-3 уровня. Вот, кстати, послушайте тоже звук, и вы видите, такой же абсолютно звук у радиоприемника. Как бы, судя по всему,
он будет охватывать всю комнату, я не знаю, в которую ты смотришь или что. Погоди-ка. О, а здесь вот лежит, я, кстати, только сейчас обратил внимание, рядом справа от доски ЭМП первого уровня. Я только сейчас обратил на это внимание, я просто сейчас увидел. Окей, так, ага. Ну, тут ЭМП-3, тут ничего сейчас нового не было, типа, в этом кадре. Тут пишут опять про то, что там, йоу-йоу. Во, кстати, спички показали. Спички показали. До сих пор не понимаю, как они будут, ну, типа, ну, то есть, смотри, для зажигания благовония по-любому нужен вспомогательный предмет. И как бы, ну, то есть, как оно будет отличаться? Дольше зажигаться благовоние будет или что? Может, они анимацию новую добавят, знаешь, типа, с зажигалкой? Он берет левую руку, достает, зажигалку зажигает и подносит. И, типа, там, допустим, от тир-2 зажигалка не с первого раза зажигается. Спички вообще он 3 часа, блядь, там зажигает. И, типа, эту, которая, ну, та самая. Тир-3 зажигалка сразу, наоборот, зажигает. Короче, не знаю, но, в общем, окей. А может быть, с другой стороны, может быть, если, ну, вот, например, представить со свечками пример, да, там уже, окей, допустим, свечку зажигать. Хотя, какая нафиг разница? Это скорее от свечки зависит. Типа то, сколько она долго будет сгореть. Ну, блядь, это ж не... Спички и зажигалка же не создают какое-то особенное... Короче, не знаю, для чего это будет применимо, но в любом случае я рад, что они это добавили. Но пока что у меня, да, идей нет. Так, карта школы, судя по всему. Опа, кстати, фотик показали. Это, скорее всего, не знаю, даже тир 3 может быть фотик, потому что выглядит он мощнее, чем то, что у нас есть. И, кстати, кто это? Что за... Фантом, что ли? Ну-ка. Он пропал? Он пропал. А, это гост-ивент, скорее всего, закончился. Не Фантом, не факт. Ладно, нормально. Ну и, в общем-то, пожалуйста, да. Ну и, собственно, к основным новостям это то, что Phasmophobia выйдет на Xbox. Поэтому поздравляю. И, как бы, ну, те, у кого есть Xbox там, вот, по поводу PlayStation, не знаю, тут чисто про Xbox почему-то написано. Но, наверное, и на плойку тоже когда-то выйдет, вот. В общем, вы сможете, как бы, кроссплатформенный режим там будет, то есть вы сможете с Xbox поиграть с ВКами на ПК. Я уверен, что такими темпами скоро там она и до мобилок доберется, поэтому скоро и с телефона сможете поиграть, наверное, вот. Хотя как это будет выглядеть, не знаю. Сделали бы порт игры на телефон, знаешь, какую-нибудь своей, в другой стилистике чуть-чуть, прикольно было. Ну, короче, вот такие пироги, безумно жду. Ну, собственно, я тут обратил внимание на каждый кадр в этом видео, поэтому, да. Пишите свое мнение в комментариях, как бы, пишите, может быть, если я что-то упустил, и какой предмет вы больше всего ждете в новом обновлении, потому что для меня, блять, абсолютно любой предмет, но больше всего я, наверное, жду предметы, связанные с уликами, посмотреть на все. Меньше всего, наверное, ультрафиолет, из тех, которые показали. Короче, да. Ладно, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег всем. Пока.